Друзья, всем привет! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий. Со мной Лада. Сейчас покажу. Сегодня мы в Киеве, в районе Золотых Ворот. Вот посмотрите, это отреставрированный памятник истории Золотые Ворота. Это был вход в Киев. Раньше Киев начинался отсюда. Вот там росла трава, деревья, кукуруза. А здесь уже можно было зайти через ворота и попасть в Киев. Вот сюда, в эту сторону, как бы весь Киев располагался. Посмотрите, какие здесь красивые есть дома. Какая сегодня солнечная весенняя погода, наконец. Ну, сам памятник архитектуры нас мало интересует. Мы вообще стариной не интересуемся. Нас волнует настоящий момент. Мы не интересуемся, очень даже интересуемся. Нас интересует обстановка в Киеве сегодня, 14 марта. Кстати, по польским меркам весна еще не началась. Поляки считают, что весна начинается с 21 марта. Почему-то. Ну, наверное, правильно считают. О, смотрите, на месте памятника Ярославу просто как коробки какие-то. Наверное, его... Там є. Да? Просто грає в ящик. А чого його закрили? Ну, на випадок бомбардування. А, я понял, захистили просто. Ну, взагалі, мені здається, це трохи безглуздо, бо це не унікальний пам'ятник, а типова відливка. Але тут було такі тривожні дні, що ніхто не розбирався. Зрозуміло. А ви будете грати на чомусь? Да, на чомусь буду грати. Ага, ну ми ще прийдемо, послухаємо. Послухаємо. Просто можу. Приносити гроші – це саме важливе. Каже, приносити гроші. Да. Так, давайте пройдемся по улице Ярослава Вал. Вот сюда, смотрите, сразу видно шпиль дома барона, замок барона здесь. Так называется этот дом. А улица Ярослава Вал, она расположена как бы на месте крепостной стены. И здесь как раз был вал, но его потом сравняли и построили эту улицу. Дома не слишком древние, но мне нравятся вот эти дома гораздо больше, чем те, которые строили потом в советские времена. И даже те, больше, чем те, которые строят сейчас, правда? Сейчас не делают вот такого. Это какие-то монстры. Вместо атлантов подпирают. Видите, раньше делали так, что было интересно на что-нибудь посмотреть. Вот даже арочные ворота такие прикольные. Красиво все А так. здесь барон, да, жил? Ну, называется замок барона. Он на самом деле не был бароном, это был предприниматель. А барон жил по соседству, наверное, вот здесь, я точно не знаю. Кстати, мы с тобой знаем одного барона, да? Я, кстати, об этом хотела сказать. Только этот барон был барон цыганский. Цыганский, да. О, смотри, еще красивое какое-то здание. Тут вообще скульптуры. Ну, красотища. Есть на что позаглядывать. Давно мы по этой улице не ходили, но в разные времена бывали по разным поводам. Про барона цыганского Лада вспомнила. Одна из моих профессий – это декор в помещениях. И я был у этого барона, но я не знал, что он барон. Короче, там прям у него такой коттедж огромный в Киеве, в одном из районов. И он построил себе там, ну, прям страшную лепнину, всякие такие интересные вещи внутри. Я не мог разобрать стиль, а потом узнал, что он цыганский барон. И все стало на свои места. Все стало на свои места, и все я понял про этот стиль. А вот это... Самое интересное, то, что он ездил на чем, по-моему, на самых дешевых Жигулях, на копейке, по-моему. Не на копейки, а на Ладе какой-то, типа Лада Приора, я не знаю. Ну, короче, он очень богатый барон, у него огромный дом, там участок только такой, на котором можно было построить высотный дом. А он, короче, при этом не ездил на крутой машине, хотя денег у него было немерено. Смотрите, вот этот дом интересный. Сейчас это называется дом актера. Построен в мавританском стиле.
Вообще, на самом деле, строили этот дом как церковь, ну, то есть, как синагогу, лучше сказать. То есть, это был молитвенный дом одной из еврейских, иудейских, не сект, а течений. А потом в советские времена забрали и сделали из него, ну, как обычно у нас с церквями делают, там, дома культуры, всякое такое. Сейчас он дом актера, там внутри находится зал. Хочу сказать, сегодня людно достаточно на улицах Киева в центре. Сейчас температура плюс 10, но сегодня такой себе ветерок у нас. Вот мы проходим еще какие-то исторические здания, красивые дома с лепниной, со всеми этими элементами отделки снаружи. Но про каждый дом я, во-первых, не знаю, во-вторых, и там целая история. Это нужно быть каким-то экскурсоводом для того, чтобы все это запомнить, а потом вам перерассказать. Я просто покажу. Ну, приятно смотреть, да, вот на балкончики, на которых стоят статуи, там какие-то девушки поддерживают верхний балкон, на котором написано «Аренда». Еще, думаю, с вами заглянем в какие-нибудь подворотни, потому что это очень интересно. Тебе понравилось тогда по подворотням ходить, да? Да. Я думаю, зрителям тоже понравилось. По-моему, даже больше, чем по центральным улицам. Подворотни это своя жизнь, своя краска. Ну, тут я пока не вижу каких-то, ну, вот, например, да, подворотни. Ну, не особо. Я слышал, тут есть подворотни с достопримечательностями. Может, туда зайдем, заглянем. Да, конечно, немножко обветшала здесь уже архитектура. Но мне вспомнилась история. Вот здесь раньше был ресторанчик Ла Кантина. Ты не помнишь его, нет? Да. Я тоже остановилась, вспомнила. Я по этим ступенькам узнала. Ну да. И как-то мы в этом ресторанчике были. Я здесь подрабатывал. Вот он тогда работал, и история одна интересная была. Я здесь на крыльце на этом стоял. А рядом, видите, парадное крыльцо, и оно закрыто на кодовый замок. Я стоял здесь, а напротив меня стоял такой пожилой человек, ну, лет за 60. Я так стою, короче, здесь покуриваю, а он стоит и смотрит на меня, на парадное крыльцо, на меня. Потом подходит ко мне и говорит: а вы не знаете, могу ли я попасть в этот подъезд? Я такой: ну, я не знаю, кодом мне неизвестен. Он говорит: такое дело. Раньше, когда я был молодым, я, говорит, приезжал в Киев и когда-то, лет 30 назад, познакомился с девушкой, которая жила вот в этом доме, вон там наверху. Короче, говорит, и с тех пор я с ней никак не связывался, мне очень интересно узнать, что с ней случилось. Представь, какая романтическая история, да? Приехал дедушка после 60 уже, 30 лет не был в Киеве. И захотел узнать, как же его любовь здесь, первая любовь, видимо, была у мужчины. Откуда он приехал? Из Москвы. И Да, я сейчас говорю, бы уже, наверное, не приехал. ну да, это старая история, она еще до 2014 года. И я ему говорю: так, слушайте, у меня есть одна лазейка, а там за барной стойкой, короче, есть дверь, которая ведет в это парадное. Я говорю: могу вас провести через барную стойку, и вы зайдете. Ну и вы знаете, дедушка зашел, пошел туда куда-то искать свою первую любовь. Вот такая история здесь случилась. Ты как, нашел? Ну, в итоге потом он сидел в этом ресторанчике Ла Кантина. Не знаю, почему его закрыли. Это был итальянский ресторанчик. Тогда он пришел все-таки с какой-то тетенькой и сидел за столом. Видимо, они повстречались. Да, все-таки нашел свою первую любовь. Вот. Видите, чудеса в Киеве бывают. И я помог этому мужчине. Все эти дома построены где-то на рубеже 19-20 века, в конце 19-го, в начале 20 века. И тогда вот еще любили так строить. Интересно. О, смотри, тут какой-то дворик есть. Давай зайдем. Давай. Я слышал, в одном из этих дворов здесь живет ворон. И не один, по-моему, несколько воронов в клетках. Но вот только где именно, не знаю. Ух ты. Такие входы меня
завораживает. А мне кажется, здесь какие-то кафе располагаются в подвальчиках, да? Ага, Терем-теремок. прикольно так. Ну что мы тут видим во дворе? Достаточно уютно. Асфальт хороший. Машины напаркованы. Ну, люди живут, вон, смотри, там вот и кресла, да, на балкончике, то есть это жилые дома, здесь вот так вот люди живут. Решетки, конечно, видно, Мгм. не совсем тут безопасно. На первом этаже, да, получается, тоже кондиционеры. Ну, прикольно. Да. А тут Люди можно идут. дворами можно пройти вглубь туда, вообще не идти по улицам центральным, просто по дворам прогуляться. Вот такая вот внутренняя жизнь центра Киева. На Золотых воротах, ну, практически это центр, да? Вот мы только что шли вон за теми домами по улице, а сейчас мы идем позади них, получается. Вот здесь даже ларечек есть, можно кофе попить. Это чисто вот для местных. Боже, какой ветер поднялся. Ух ты. Вот интересное здание. Какой-то стиль совсем другой. Это, видно, более новое здание. Но вписалось неплохо. Ну, прикольно. На стенах какие-то рисунки все время есть. Молодежь развлекается. Без этого бы тоже скучно было, правильно? Вот взяли, обрисовали. Сейчас мы вышли на улицу Рейтерскую. Заходи, наверное, сюда. Вот это подворотня. А где, интересно, подростки берут деньги на краску? Это же немало краски надо купить для того, чтобы покрасить это все. Такое какое-то кафе, капкан или ресторанчик. О, прикольно. Добрий день. Вільних місць немає, так? На дворі. Замовляєш. Американо з молоком один. І якщо є какао або гарячий шоколад. Подожди, подожди, тебе сердечко сделали, видишь? Ага, клас, да, вообще. Это кафе называется Каштан. И какао здесь стоит 70, а американо 50. Дороговато, я тебе скажу. Вообще в этом дворике сразу 3 кафе, видите? Можно в любом из них что-нибудь покупать, не знаю, может дешевле будет в другом. Смотрите, что мы нашли. Думаем, зачем здесь написано Бахмут Клычи? А это сбор, видимо, на пожертвование. В прошлом видео мы тоже просили про пожертвования на дроны нашим друзьям на фронте. И хотим теперь сказать огромное вам спасибо всем, кто откликнулся и перечислил деньги. Хотим еще дополнить эту информацию. Дело в том, что мы тогда не сказали. Те люди, которые получают дроны на фронте, это наши очень давние друзья. Вы знаете, мы из Сум, вообще сами из города Сум, и вот это сумчане, то есть наши земляки, наши друзья с детства, то есть это не просто даже знакомые, это как бы, ну, чуть ли не родственники, вот и они. Ну, мы говорим друзья, на самом деле да. один мой, прям Да. в одном дворе со мной выросший человек сейчас там служит, и именно ему, в его подразделение приезжают эти дроны, и он отчитывается за эти дроны, присылает фотографии, я вам сейчас покажу. Это уже не первый был сбор. И этот Да, сбор... это уже где-то может быть третий даже, да, то есть там все чеки, все, что они покупают, и они очень, они пишут нам благодарности, ну, мы не можем сказать, где они, но они на передовой, в общем-то, это
такая Да. информация У засекречена. Валеры Миненко на странице есть все отчеты о том, что было куплено, сколько, и там фотографии. Ну, это айтишники. Айтишники собираются, потому что они, конечно, они больше зарабатывают, они как бы, ну, такие деньги могут собирать люди, которые, ну, побогаче. Мы, конечно, меньше, но что можем, тоже даем, и вас тоже просим, в общем, кто может, сколько может, то есть они будут очень благодарны. У нас даже вот Виталика мама, она инвалид, она как бы, ну, плохо ходит, но она целую зиму вяжет носки для них, то есть они очень благодарны носкам, но дроны для них, ну, сейчас, как бы, я думаю, Нужнее, что конечно. даже важнее. Ну, как бы, ну, носки тоже очень хорошо. Сейчас, если так посмотреть, то на каждом углу, в каждом видео, вот даже на дверях в кафе, везде можно обнаружить какие-нибудь сборы на ЗСУ. Но лично мы советуем жертвовать только на проверенные Ну, сборы. лично там, где... мы жертвуем лично там, где, ну, туда, где более-менее проверенная информация, а тут вообще наши знакомые, то есть В общем, мы никогда бы не стали распространять эту информацию, если бы был хоть какой-то намек на то, что там могут воровать деньги. Это я хотел сказать. И, кстати, сбор еще не закрыт, мы оставляем ссылки все. И под этим видео, если кто-то еще в прошлый раз присоединяйтесь к нам. не пожертвовал, то вы можете хоть какую-то копейку на это бросить. Потому что лично я, например, благодарен ЗСУ, ну, мы с Ладой. Ну, напомню вам ситуацию, которая была год назад в феврале, 27 февраля. Из Бучи выдвинулась колонна российской бронированной техники для того, чтобы захватить Ирпень. И именно ЗСУ с теробороной они остановили эту технику, и мы с Ладой не оказались в оккупации. Мы сидели буквально в полкилометра, сколько там? Ну, 2 километра от Ну, нас. 2 километра от нас, то есть если бы их не остановили, мы бы с вами сейчас уже говорили. Скорее всего, потому что мы как бы, как это сказать, на плохом счету у российской власти. Потому что мы уже к тому времени успели выпустить несколько видео, в которых не очень хорошо отзывались про российскую армию и уже попадали под закон про вот это вот, как там в России называется, дискриминацию российской армии. В общем, товарищи россияне, не старайтесь нам писать никаких гадостей, потому что вы будете тратить только свое время. Это будет сразу же удаляться и баниться. То есть, если вы хотите попасть в бан, то пишите. Кажется, мы пришли туда, куда нужно. Здесь именно находится клетка, в которой живет ворон. Интересно, вот ворон, глянь, какой он большой. Ворон пошел общаться с собачкой. Какой-то орешек грызет. Он выбрасывает их наружу. А давай назад ему положим. А, он просит, чтобы ему разбили его, да? Ух ты! Какой умный ворон. Видите, выбросил орешек для того, чтобы мы его разбили. А я бы не додумался. И там еще большой мурал на стене, видишь, он нарисован. Это все вороны. И наше видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотры. Желаем всем мира, как можно более быстрого. Нам уже всем так надоела война. Ее нужно заканчивать. И лучше всего это могут сделать россияне, просто выведя войска с Украины. Мы надеемся на это. Постараемся почаще снимать вам ролики сейчас, потому что весна, потому что тепло. Вот. И, в общем-то, оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. И не только на YouTube, и на Instagram тоже. Всем пока. Пока.